Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Овен. Таро прогноз, цыганский старинный пасьянс, осень, энергии осени, месяца октябрь и ноябрь. Да, сентябрь уже мы почти прожили, но именно в сентябре для нас могли открыться новые стороны какого-то дела, вопроса, отношений. Или это мы сами с чем-то определяемся. Мы некоторый итог подводим. Кто-то мог признать даже свои ошибки, что с чем-то погорячился или в каком-то вопросе. Вообще энергии осени, хочется сказать, они больше направлены на стабилизацию нашей собственной жизни. Это добрые энергии, мои дорогие. Конечно, я допускаю деловые вопросы, то, что мы наметили, оно все идет своим чередом, точно так же, как идут чередом какие-то и внешние события. Хочется сказать, представьте себя в роли Ноя, библейского героя, который построил ковчег. И вот что-то подобное нам предстоит. Ну вот включите воображение. То есть какие-то, знаете, как бушующий океан. Внешние события, мы не можем на них ни повлиять, ни их изменить. И понятно, что палубы мы во время нашего долгого путешествия не будем перестраивать. Наша задача — сохранить самих себя. И основные темы вот этих 2 месяцев, октябрь и ноябрь, поэтому я их объединяю. Личная жизнь, вопросы дома, финансы. Вот как-то так. И, может быть, здесь вы и уже себе наметили какие-то планы, но, значит, эти планы, скорее всего, они должны быть в увязке с тем, что вам хорошо знакомо. Ну, по крайней мере, мы не должны себя, знаете, как подвергать риску, вот хочется сказать. В этом бушующем океане мы должны отстроить каждый сам по себе где-то, да, островок безопасности, вот как тот ковчег. Ладно, смотрим, да, на осень. Каковы энергии осени? События сами. События октября, события ноября месяца. С чем это будет связано? Исполнение желаний. И планетарно это на самом деле так, потому что у вас, мои дорогие овны, какая-то, ну, такая, знаете, не просто возможность. Тут, с одной стороны, вы как в какой-то миссии своей находитесь, я смело об этом говорю, но она сопряжена совсем не с вами привычными энергиями или привычными для вас, потому что здесь больше интуиция, здесь больше какого-то холодного расчета, нежели мы берем что-то штурмом, мои дорогие. Вас пространство, Вселенная перестраивает, чтобы вот эту силу, а вы сильные люди, вы лидеры, вы родились лидерами, правда? Но это как-то надо сделать, красиво, элегантно, понимаете? Ну, не надо бить лбом ту стену, которая ни шиша не пробьется, будем говорить так. Ну, я, конечно, шучу. Я думаю, те, кто слушает мои видео долго, к моему сленгу несколько привыкли. Ладно, мы идем дальше. Поэтому тут, ну да, солнце, смотрите, я часто говорю, это как выбор правильного направления. Вот то, с чем вы определяетесь, скорее всего, это будет иметь для вас значение. Кстати, планетарно тоже так же. Как минимум на полгода. Вы это будете что-то, может быть, и трансформировать. Но опять же, трансформировать — это значит добавлять элемент новизны к тому, что дорого, любимо, и к тому, что вы видите, может быть продолжено. Самое главное. Это не значит, что мы сейчас вот где-то устремляемся вперед по нашему маршруту. Нет, маршрут можем менять, и это будет хорошо. И причем это вам по судьбе, исполнение желаний. Вот это солнце. Солнце, кстати, это время ясности. Проясняется у вас что-то в октябре и в ноябре. И планетарно опять же так же. И это как по судьбе и дважды, потому что это еще и ведет к исполнению желаний. Ух ты, тут вообще у вас так и интересно закручиваются. Не прошляпьте что-то. Как-то вот, понимаете, эту силу нужно использовать очень грамотно. Ну, видимо, 2 месяца они, понятно, будут разные. Смотрите, выпадает колокол. Это неожиданное событие, неожиданная новость. Это то, ну, то, что не вписывается в рамки нашего представления, понимания. Это может быть как и в средствах массовой информации, что-то мы такое услышим. Мы можем переживать по этому поводу. Сейчас мы раскроем в картах Таро. И что это такое?
Я бы сказала так, смотрите, змея. Кто-то может наводить, как тень на плетень. Знаете, вот есть в русском языке такое выражение. То есть какую-то ерунду закручивать или делать из-за ничего, ну, вот как делать из мухи слона. Вот еще одна поговорка, да? Или заведомо какую-то фальшь и фальшивую информацию вы можете услышать. Поэтому перепроверяйте. Здесь всегда змея и рядом колокол, да? Какое-то злорадство или желание, ну, так подгадить мелко, скажем. Я не утверждаю, конечно. Может быть, эти два значения совершенно разрозненные. Есть и неожиданная информация, но все же и змея нас призывает к тому, что люди, которые словно, может быть, один человек, ну, мы их не отменим, это правда, которые не все способны говорить правду, те, которые, опять же, завидуют, те, которые ждут как удачного момента. Может быть, и такие есть, да, может быть, это по работе будет связано. Поэтому, когда мы сталкиваемся со змеей, да, а у нас пока еще с вами год змеи, включайте змеиный режим. Вам самим нужно где-то затаиться будет, мои дорогие. И это не значит, что мы буквально прячемся от чего-то, от кого-то. Нет, это мы просто не говорим, что мы намереваемся делать. Мы не высказываем своего отношения либо к событиям, либо к человеку. Мы сохраняем нейтралитет. Вот как змея наблюдает, анализирует, делает вывод. И есть тот момент, когда вы себе скажете «пора». Но прежде чем вы скажете, вы должны четко понимать, ну, как будто без эмоций, что да, вот сейчас мне нужно принять в чем-то участие или в этом действовать. Но пока вы себе не провели вот какую-то демаркационную линию, мы тут точно ничего не ломаем, не крушим, мои дорогие. Но, а у кого-то банально, вот эта новость, которая вы будете по ней, можете переживать, да, а по факту, а это будет обман, это будет какой-то фейк, понимаете? Поэтому будьте внимательны. Не воспринимайте, самое главное, все эмоционально. Опять же, слушайте интуицию. Давайте пойдем с вами вперед. Тут, видите, как у вас очень хорошие, добрые значения. И давайте так, откровенно, по-честному скажем. Наверное, диалектика нашей жизни. Когда у нас что-то получается хорошо, всегда находятся подобные персонажи, которые за нами наблюдают. Или которым ну, может быть, завидуют, может быть, и льстят. Кстати, вот, знаете, лесть, которая усыпляет нашу бдительность. Поэтому бдительность не должно ничто усыпить. Есть определенно какие-то победы ваши, исполнение желаний, но это как нужно приложить, переложить в новую плоскость. Может быть, это и люди новые. Ну, давайте с вами пойдем дальше. И я сказала, 3 как сфера жизни, личная жизнь, любовь, отношения, вопросы дома, жилища и деньги. Ну, или откуда они к нам приходят, где-то это пересекается с нашей работой, заработками, делами. Итак, в целом давайте энергии посмотрим, что для Овна в личной жизни. Какие благоприятные карты. Но не все так однозначно. Да. Вот смотрите, 3 старших аркана из 4. Двойка пентаклей. Сидеть на 2 стульях, мои дорогие, придется. На кону. Ваша креативность или ваш креатив, то, что вы хотите создать. Ваша семья, ваши отношения. Смена статуса. Причем смена статуса у кого-то через личную жизнь, а у кого-то одновременно, может быть, это еще и увязано с работой. Старший аркан, который многогранный такой. И правда, тут энергии больше на сохранение, на дипломатичное взаимодействие. И при этом новый жизненный этап. И все должно быть по закону. Ваши действия как совет. Ну, чего-то не упустить, правда. 10 кубков. Вот такие волшебные карты. Это говорят нам в целом. Давайте мы узнаем, что же на вопросы дома. Просто смотрите, давайте переложим эти карты, допустим, для тех, кто один или одна. Ну, даже не знаю, карта Ро. Тут, скорее всего, какое-то общение. Ведь по двойке пентаклей мы еще легки на подъем. По двойке пентаклей мы какой-то спонтанный маршрут можем осуществить.
Мы не отказываемся от взаимодействия вообще с людьми. А для тех, кто находится в сложных отношениях, да шикарно помириться. Может быть, это необходимо сделать. Или устранить какую-то конфронтацию, перевести отношения на новый уровень. Может быть, даже мы все разные, у кого-то сейчас суды. Тогда и есть возможность как-то красиво, может быть, через договоренности или когда вообще вы где-то найдете вот этот волшебный компромисс и закончится вот это противостояние. Но какие бы ни стояли перед нами задачи, просто определиться, наверное, чего хочет наша душа. Но я бы сказала, здесь личная жизнь, она не только через чувства, через любовь будет для вас, мои дорогие овны, а все-таки и ваши достижения. Потому что императрица все это в себе объединяет. Ну и, кстати, вопросы дома тоже. Но здесь помни рука дающего, чтобы не стала завтра рукой просящего, потому что императрица всегда приходит на помощь. И это должно быть направлено в отношении только тех, кто для нас дорог, кого мы искренне любим, и тех, которые искренне любят нас. Поэтому тут, ну, где-то себя не обесточить. Или помощь, она может быть разная, в том числе и материальная. Значит, здесь, ну, нельзя себя вести в какой-то минус. Вы знаете, мои дорогие, при всей благополучности карт, тем не менее, самое главное, я хотела бы сказать, по крайней мере, я вот наблюдаю на протяжении лет уже, когда выпадает аркан императрицы, вот даже кто-то из вас сейчас смотрит мои видео и подумает, вот это ты о чем говоришь? У меня такая ерунда в жизни происходит. И я вам скажу, я это допускаю, но вам надеяться нужно на себя. Такое может быть. Есть возможность вынырнуть, выйти сухим из воды, даже из сложных ситуаций. Но готовы быть вы должны к компромиссу, должны для самих себя. Не для меня, не для кого-то там еще. Потому что элемент сохранения, он есть, но и одновременно креативность. Из того, что мы имеем, мы с какими-то новационными, может быть, идеями, методами пытаемся адаптировать к будущему. Это самое главное. Ладно, вопросы дома. Семерка мечей, шестерка мечей, девятка жезлов и семерка кубков. Ну вот смотрите, иллюзорности какой-то не должно быть, это совершенно точно. По шестерке мечей кто-то из вас, вопросы о переезде, может быть, недавно этот состоялся переезд, переехали, а документы еще до конца какие-то не оформлены. И вы это ждете. Или вы готовитесь к переезду, просчитываете что-то. Смотрите, змея выпала, семерка мечей. Всегда мы называем эту карту как воришка. Это могут украсть, конечно, какую-то вашу идею. Здесь могут быть не до конца честные люди, могут хитрить, могут иметь свою выгоду. Ну, это я имею в виду, когда именно что-то либо связано с оформлениями, с документами, с переездом, с перемещениями, контактами вашими, с какими-то инстанциями, людьми, может быть, и посредническими услугами. Ну, себя сохранять по девятке жезлов. У вас сейчас, вот как карта великой мощи, великой силы, но куда эту силу применить? Здесь нужно очень как-то тонко просчитать. И шестерка мечей, карта заслуженного успеха. Если вы тут по дому даже, именно по жилью, пусть это будет граничить где-то с переездом, ставите перед собой далеко идущие планы, такое я предполагаю. Это вполне осуществимо. Но это не будет быстро. Это не будет как-то вот однозначно, как вы это себе представляли. Будьте готовы к тому, что потребуется где-то и мужество в принятии решений, и одновременно мудрость, самое главное, наверное. Тут и не замечтаться. Все же взывает эта карта к тому, чтобы мы были внимательны, прозорливы, умели просчитывать, опять же, что прогрессивно, а что в никуда ведет, но и не застревали в какой-то прокрастинации, понимаете? Прокрастинация бывает, это нерешительность, по сути дела, когда мы все никак не можем начать. Вам это вообще не свойственно. Ну, может быть, это что-то, знаете, новое, нам незнакомое. И тут любому человеку, ну, где-то боязно внутри, правда? Попробуй просчитай. Прочитать невозможно. И вроде бы на кону стоит что-то важное. Поэтому, ну, тут мудрость и интуиция, и интеллект. Вот смотрите, две мечевых карты.
И это про интеллект, мои дорогие. Говорят: "Ой, в мече все плохо". А какими вы энергиями обозначите интеллект? Поэтому, мои дорогие умные, здесь что-то напрямую зависит от ваших интеллектуальных способностей находить буквально информацию, я такое могу предположить, или правильно работать с этой информацией. Себе не навредить, забрать свое. Вот, кстати, может быть, и есть какой-то компромисс вот по жилью. Может быть, кто-то обустраивает дом или, допустим, вы делаете ремонт. Но тут тоже нужно и считать, и анализировать. Считать я имею в виду материально. Все же семерка мечей, ну, что-то не прошляпить нам призывает нас, понимаете? Может быть, и с деньгами где-то быть осторожнее, не без этого. Ну, давайте мы с вами зададим вопрос, как карту совета, как быть. Вы не должны конкретно какой-то опыт повторить. Карта здорового равнодушия. Вот что-то подобное, может быть, у вас было прежде. Возможно, это какие-то люди, которые в вашей жизни, может быть, буквально пытаются войти в вашу жизнь. Это те, кстати, этот период может быть сопряжен банально. Мы смотрим на дом. Какие-то прежде друзья, знакомые пытаются вам так это втереться в доверие заново, а у вас уже с ними минусовый опыт. Может быть, это даже хорошо знакомые люди. И если были проблемы в отношениях, нам тогда говорят о том, что, ну, вряд ли эти проблемы исчезли сами по себе куда-то. Но, может быть, это напрямую. Вы с чем-то не должны явно просчитаться. И, может быть, вот именно по согласованиям, связанным с домом, или пусть это даже связано с далекими родственниками. Элемент манипуляции я здесь вижу по всем этим картам. И это вам, в принципе, знакомо. Какой-то печальный опыт вы имеете. Карта здорового равнодушия. Поэтому холодная голова в принятии решений по дому. Будь то это ваше перемещение, может быть, это вы кому-то хотите или пообещали оказать содействие, и к вам кто-то едет, октябрь-ноябрь. Ну, все гости хороши на какой-то особенный период, не очень долгий, до того момента, когда они как будто отчалят. Может быть и так. Но мы все разные, мои дорогие. Но вот приготовьтесь к тому, что вот это дипломатия. Или вы не должны себя, повторяюсь, обесточить. Вы можете притягивать к себе людей разного рода, потому что они чувствуют вашу успешность, вашу силу. Сохраняйте сами себя. Ладно, финансы. Финансы для овнов, октябрь-ноябрь. Какой-то долгосрочный проект. Лет 10-20. Вот, видимо, 6, где-то 8 месяцев вы с чем-то определяетесь. Правда, смотрите, инновации, новые возможности заработка, может быть, новые системы взаиморасчета. Какие-то вести вы получите. Скорее всего, кто-то из вас будет, может быть, адаптировать либо себя, либо ну, изучать какие-то системы, действительно, или сервисы. Но есть элемент новизны. Может быть, на деньги у кого-то это дети проходят, да, учеба детей. И для вас это тоже учеба детей, это будет одновременно как ваш новый жизненный этап, может быть и так, какая-то новая возможность. Но явно есть какой-то интерес и, главное, продолжение следует. Но есть и то, что, ну, как будто нам нужно видоизменить и сохранять, мои дорогие, карта ожидания. Или, может быть, на деньги – это деньги вашего партнера. Может быть, и есть какой-то вопрос все-таки денежный, когда вам придется принимать важное решение, потому что, ну, как выход из лабиринта. Так что же на деньги? Давайте карту совет. Сами по себе деньги, карта сила. Сила – это, по сути дела, как бы мы тут не думали, девятка жезлов. Единственное, да, это карта великой мощи, великой силы. Единственное, здесь мы делаем аккуратные шаги. Ну, как шаг сделали и осмотрелись, отдышались. Куда-то не бежим, это точно. Я говорила до видео. И не до видео, а до карт. До того, как я начала раскладывать пасьянс. И карта сила, она будет говорить о том, что, понимаете, дипломатия совершенно необходима. И значит, вот смотрите, когда туз мечей выпадает, вообще это у нас, знаете, как какая-то идея, инсайт, может быть и новость. Но это тоже может быть как точка невозврата.
Точка невозврата в том, что мы не будем применять какой-то метод. Или когда мы полностью реорганизуем как-то свою жизнь. И это делаем, кстати, достаточно неспешно, просчитанно. Рыцарь Пентаклей никуда не торопится. Карта говорит, уделяй внимание деталям, инструкциям, что-то изучай. И вторая карта паж жезлов, она как раз и говорит о том, что, Овен, допусти, что ты чего-то не знаешь, а изучить тебе нужно еще какое-то время. Плюс, с учетом туза мечей, разовьются события как-то, да. Мы можем куда-то поторопиться, потом слышим новости, думаем, да, елки-палки, лучше бы вообще ничего не делала. Ну, бывает ведь такое, согласитесь. Почему? Потому что, ну, вот как могущественная сила ведет внешние обстоятельства. Вот тут мы ни разу ничего не просчитаем. Поэтому, может быть, и есть смысл что-то сохранять или, делая шаги, ну, вот так вот остановиться, как по девятке жезлов, отдышаться, привести мысли в порядок и вообще обстановочку так разузнать, что происходит вокруг. А прежде чем мы сделаем следующий шаг, и вы знаете, как будто точечно, ну вот как в яблочко нужно нам с вами попасть в своих действиях или в методах приложения силы. Я не вижу, что вы тут с места в карьер бежите. И вот правда, посмотрите, личная жизнь где-то, да, отношения – это как основа основ. С кем вы, кто в вашем окружении, ваши планы, карта императрица. От того, как вы решите или что вы решите, будут складываться и вопросы дома, и одновременно финансы. Вы лидер, мои дорогие, карта силы. Но вот это во льва, прообраз нашего эго, эмоций, все-таки нужно держать на коротком поводке, и тогда для вас это, знаете, сила желаний. Вот есть желание, это не значит, что вот я прямо лечу к этому желанию. Нет, это я сейчас быстренько продумаю, что из того момента, что у меня или тех ресурсов есть сейчас, как я буду идти к этому желанию, что из того, что в моих руках, я могу использовать. А на завтра увидим по аркану силы именно так. Увидим, с чем я буду дальше взаимодействовать. То есть мы не выстраиваем какую-то, знаете, не меняющуюся траекторию. Нет, тут как раз коррекция планов, чтобы что-то главное было получено, осуществимо. И многое проясняется благодаря такой тактике. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые овны. Надеюсь, этот расклад был вам чем-то полезен. Я благодарю за ваши искренние комментарии, за то, что вы смотрите мои видео. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал и будьте счастливы, будьте любимы всегда.